Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня у нас с вами 19 января, среда. И не просто 19 января, а сегодня у нас с вами великий праздник. Да и вообще день сегодня достаточно волшебный, магический и мощный по энергетике. И мы всех, кто празднует крещение, поздравляем с этим праздником и желаем всем здоровья, мира, любви, гармонии. Пусть в вашей жизни все ваши мечты исполняются, и Божья благодать с вами будет всегда. Вы знаете, энергия этого дня благоволит религиозным церемониям, поэтому примите наши самые искренние поздравления и наилучшие пожелания любви, здоровья и Божьей благодати. Вы знаете, энергия все еще нестабильна после полнолуния, поэтому мы все-таки вам рекомендуем сегодня воздержаться от важных дел. Займитесь своими текущими делами, планированием, расслабьтесь, организуйте романтические встречи и творчество. Также воздержитесь от свадьбы, переезда или начала длительных путешествий. Что же касательно удачного времени, в которое будут нейтрализованы плохие влияния, и по удаче вы можете обращаться за помощью. Также это время идеальное для презентаций и убеждения других людей, будет с 10 часов 15 минут до 12 часов 45 минут. Друзья, все мы говорим по московскому времени. Но сегодняшний день не подходит для активных действий, рожденным в год тигра. Вы знаете, сегодня у нас с вами день радости, веселья и праздника души. Кроме того, по лунному календарю символом этого дня выступает виноградная гроздь, которая символизирует энергию плодородия и изобилия. И вы знаете, сегодня этим днем управляет женская энергия, поэтому он считается женским и пассивным. Сегодня благоприятно все, что несет в себе радость и удовлетворение. А это встречи с родными, с близкими, общение. И сегодня символом также этого дня выступает и вино, и оно может присутствовать на сегодняшнем праздничном столе. Главное, не теряйте голову и контроль над собой в этот день. Также обращаем ваше внимание, что этот день предназначен для романтических свиданий и признания в любви. Также обращаем ваше внимание, что для женщин это день, когда их красота усиливается многократно. Поэтому стоит заняться наведением красоты, надеть самый лучший праздничный наряд, украшения, сделайте прическу. А вот мужчинам обязательно в этот день важно делать комплименты и подарки женщинам. Да-да, не удивляйтесь, дорогие наши мужчины, но именно в этот день, делая подарки женщине от чистого сердца, вы получите со временем больше от Вселенной денег, потому что когда женщина расцветает, женщина радостна, она дарит своему мужчине энергию изобилия, и благодаря этой энергии мудрые мужчины знают, они могут привлечь больше ресурсов в свою жизнь. Сны сегодня вещи, и многое вам могут рассказать. Во-первых, это сновидения покажут состояние вашей души и душ ваших близких. Также сны этой ночи могут касаться изобилия, богатства и любви в вашей жизни. Если вам приснился добрый и приятный сон, ждите счастливых моментов в жизни. А аффирмация на этот день, которая поможет вам, звучит следующим образом. Я приглашаю деньги в свою жизнь. Я иду по пути процветания и успеха. Мои доходы растут. Я разумно распоряжаюсь деньгами. И как мы в начале уже видео сказали, сегодня у нас с вами великий день, великий праздник, это крещение Господне. Поэтому обязательно осветите водичку и обязательно выпейте ее за ужином. Сегодня, 19 января, запрещено ругаться с членами семьи и копить какие-либо обиды.
Также в этот день ни в коем случае не обманывайте, потому что это приведет к плачевным ситуациям в дальнейшем. Нельзя сегодня и совершать любую работу: шить, вязать, ремонтировать, стирать, убирать, гладить, так говорят народные приметы. Также 19 января, в день Крещения Господня, обязательно постарайтесь посетить храм, помолитесь и выпейте освященной водички. Если позволяет здоровье, то можете искупаться в проруби, чтобы оставаться здоровым весь год. И обращаем ваше внимание, что в этот день принимайте гостей и не скупитесь на подарки. Мы здесь не имеем в виду, что какие-то надо дорогие делать подарки. Вы можете даже сделать какие-то символические. Иконку, например, подарить. Или взять в церковной лавке, например, купить какую-то вещь и подарить своим самым близким и родным. Также сегодня вы можете заказать и 40 уст за здравие. Только если вы будете заказывать, пожалуйста, закажите не только за себя, а также за тех членов семьи, которые живут вместе с вами. В этот день старайтесь распахнуть двери и окна и запустить вот эту энергетику достаточно сильную, солнечную, в свой дом. Хороший знак, если сосвататься или делать предложение в этот день. Поэтому, если у вас есть такие планы, то 19 января самый удачный для этого день. Также запрещается 19 января выполнять повседневные бытовые обязанности. Грустить, плакать тоже сегодня не стоит. В противном случае есть вероятность, что весь год пройдет в слезах и в унынии. На крещение, любые гадания на суженого, на замужество, узнать свою судьбу, на богатство считаются самыми правдивыми. Тот, кто родился или крестился в день Святого Богоявления, на протяжении жизни будет сопутствовать успех, счастье и удача. А если вам посчастливилось увидеть ночью падающую звезду, то вы можете загадать желание, оно обязательно сбудется. В ночь на водокрещение нечистая сила раздражена и обозлена, поэтому над дверями и окнами нарисуйте мелом крестики для защиты. Также следует принести из храма свечи, зажечь их и наполнить дом позитивной энергетикой. Возьмите, и когда вы будете освещать водичку, обязательно купите пару свечей, и одну из них обязательно зажгите в этот день. А чтобы узнать, сулит в этом году вам достаток или нет, то вы выйдите на улицу и посмотрите, кто вам первый встретится. Если парень или девушка молодого возраста, к материальному благополучию. А вот если пожилые люди, то, к сожалению, к бедности. Также народная мудрость гласит, кто накроет богатый стол 19 января и пригласит гостей, будет жить в изобилии. Но помните, что должно быть достаточно свободных мест за столом, чтобы и освободить пространство для денег. Обращаем ваше внимание при этом всем, что в крещение воду из дома не отдают. Конечно же, бывает всякое. Может прийти соседка, сказать, что, например, у нее нет воды, но вы, пожалуйста, вспомните наши слова. Ни в коем случае воду сегодня не отдаем. Кстати, огонь из дома на крещение тоже не отдают. Обращаем на это ваше внимание. Очень будет хорошо, если вы 19 января найдете деньги. Тогда по народным приметам весь год у вас будет финансовая стабильность. Поэтому будьте внимательны, смотрите под ноги, а вдруг вам повезет 19 января найти деньги. Хорошо бы в этот день, 19 января, не давать милостыню взрослым людям. Лучше раздайте деньги деткам до 7 лет, потому что они считаются еще ангелами. И даже если эти детишки не нуждаются, все равно просто дайте им на сладости немного денег. И тогда вы ни в чем не будете целый год нуждаться. Также обязательно 19 января возьмите святую водичку и обойдите все комнаты в квартире или в доме и окропите их святой водой, при этом произнося следующие слова: «Святая вода в мой дом пришла, и процветание, благополучие с собой принесла.
Бедность и убытки мой дом минуют, а достаток и богатство ко мне прибудут. Неудачи я не буду знать, а счастье всегда меня будет сопровождать. Обязательно проведите эту практику, она достаточно сильная, да и сама святая вода, она достаточно сильная и может вам открыть дверь к благополучию и достатку. Друзья, всех с праздником, с крещением Господня. Пусть святая вода смоет все невзгоды и все препятствия на вашем пути. Пусть Божья благодать помогает вам весь год быть в здравии, в благополучии, быть успешными и творите обязательно добро. Помните, когда мы с вами творим добро от чистого сердца, с чистыми помыслами, то оно к нам и возвращается в том размере, в котором мы должны, мы, знаете, заслужили и должны получить. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. А мы с вами услышимся уже в следующем видео.